Здравствуйте, дорогие друзья международного канала Алга Петербург. Вань, еще ждем 3000 друзей и закатим вечеринку. Да. Саш, раз уж на то пошло тогда, раз уж у нас канал международный, как ты заявляешь, надо тогда правильно здороваться по-другому. Надо, знаешь как? Ну-ка. Нихао амигос. Нихао амигос, ух ты. Калайсенс friends. Ага. Ну, я думаю, друзья нам должны ответить, как у них дела. Да, это мы спрашиваем, друзья, как у вас дела? Напишите в комментариях, можете написать на вашем языке, мы постараемся все прочитать. Мы все комментарии, кстати, читаем, и очень рады, что у нас очень много друзей, которые рады пообщаться. На нашем канале никогда нету никакой политики, никаких разборок, у нас всегда комфортная, приятная обстановка, вот. Поэтому рады видеть вас всех сегодня в нашей великолепной пятничной беседе. И начнем мы с главного события, которое ожидает всех нас. 31 января, все вы в курсе, состоится концерт на бис, онлайн-концерт Димаша Кудайбергена, на который мы все вас приглашаем. Поэтому, друзья, те, кто еще не купил билет, скорее это сделайте. А те, у кого билеты есть, я надеюсь, вы их еще не выбросили, вот, и вы готовы подключиться ко всем 31 января и вновь насладиться этим потрясающим шоу, вот, которое подготовил для нас Димаш. Стой, подожди, мы тоже, получается? Конечно, наш билет, нам сказали, будет действителен. Ну это круто. Стой, подожди, и получается с 31 еще потом также неделю мы сможем смотреть концерт. А вот это я уже не знаю. Вот это я уже не знаю, поэтому будем ждать новостей. Но в любом случае 31 января прекрасный день не только тем, что будет концерт, а после него состоится сразу еще и беседа с Димашем, где можно будет задавать вопросы. Да. И не только беседа. Будет же еще премьера клипа Golden, который мы так давно ждем. И мы с друзьями на Эхо Питера, есть такой канал международный. Друзья, если вы еще не подписаны, подпишитесь обязательно. Ссылка, наверное, где, Саш? В описании? Да. Ссылку добавим в описание. Мы там обсудили немного тизер, который уже появился, вы, наверное, все видели, и пришли к выводу, что есть много параллелей к разным голливудским фильмам. Например, есть такая компьютерная игра Cyberpunk 2077. Вот я предполагаю, что, наверное, будет немного в таком стиле, что там будут эти роботы, киборги, много неоновых огней, дорогие машины, мотоциклы. А что это за игра? Я знаю, что она какая-то гиперпопулярная стала после выхода. Да, это настоящий блокбастер. Два блокбастера столкнутся в клипе Димаша. И есть предположение, что это будет такой боевик с элементами фантастики. Судью Дредда вспомнили друзья в комментариях. И знаешь, какие еще? Можно сделать отсылку к Рэмбо с Сильвестром Сталлоне. Смотрел Рэмбо? Вот. Да. Терминатор с Арнольдом Шварценеггером. Поэтому очень ждем вот появления самого клипа. Очень интересно будет посмотреть. Ты знаешь, что в комментариях уже давно ходили слухи, предположения о том, что как было бы здорово увидеть Димаша в роли супергероя. И вот мне кажется, этот момент настал. Вот, Димаш прекрасно провел лето, вот, играя с братом в приставку. И, возможно, это повлияло? Это как-то его вдохновило, вот, потому что действительно то, что мы увидели, это абсолютно новый стиль, который приближен к молодежи, мне кажется. Все-таки компьютерные игры, экшен, супергерои, это все связано прежде всего с как раз молодыми людьми. И будем надеяться, что это поможет привлечь новую абсолютно аудиторию, вот, и наша семья пополнится новыми Дерс. Кстати, Саш, про супергероев тоже писали в комментариях, и был один, по-моему, комментарий, что очень похоже это на Бэтмена. Я сначала не понял, почему. Думаю, при чем тут Бэтмен? Бэтмен же он, летает, там у него такая летучая мышь. Но потом, если ты помнишь, я внимательно посмотрел еще раз трейлер, и там есть кадр, где так опускается камера сверху вниз. Сначала показывает облака, потом вот так вот вниз идет, и там джентльмен такой стоит с автоматом в кепке, видимо, охранник. Если посмотреть, там в правой части кое-кто спускается на канате. Да. Да. Это как на концерте Арнау, получается?
Ну, немного менее заметно, но что-то вроде. Там охранник его не заметил. Я думаю, что это вот как раз была спецоперация, про которую будет вот этот клип. То есть есть там еще много моментов, несколько еще моментов, на которые стоит, конечно, обратить внимание, но для этого нужно будет внимательно посмотреть трейлер. Но я специально не буду говорить, чтобы наши зрители могли посмотреть внимательно еще раз и, может быть, даже написать нам в комментариях, что обнаружили секретного, какие там были спрятаны подсказки, вот, чтобы мы уже примерно понимали, о чем будет клип. Но я могу сказать то, что нам сообщили, что премьера этого клипа состоится сразу после окончания концерта. Вот, и потом начнется, я так понимаю, сессия, онлайн-сессия с Димашем. Ну и давай сразу, пользуясь случаем, пригласим друзей для обсуждения. И, как обычно, после концертов мы устраиваем самый настоящий стрим для того, чтобы поделиться эмоциями, впечатлениями, комментариями. Мы тоже будем такую трансляцию проводить, поэтому приходите, заодно и обсудим все, что мы увидели, какие эмоции получили. Я думаю, что всех нас будет ждать очень интересный вечер. Так же, как и сегодня. Сегодня, Саш, же пятница, тоже очень интересный вечер нас ждет. Хочется поговорить немного о магии. О магии чисел? О магии чисел. Я знаю, что там сидел, что-то высчитывал, какой-то календарь майя открыл там какие-то. Все это дело сплюсовал и давай рассказывай, что получилось. Да, я сейчас плотно общаюсь с самыми разными людьми из Латинской Америки, вот тоже есть, и со всех практически континентов, и из Африки, и из Австралии. И, в общем, есть такое действительно, что числа и цифры, они сильно влияют на результаты некоторых событий вот в мире. И я хочу сказать, что это 13-е же, да? Да. Появление Димаша. Это будет на Friday Livestream. Ну, и, да, и велика вероятность, что как раз вот 13-я неделя вновь окажется удачной для Димаша. И дальше предсказания. Смотри, 13-е, 31-го будет концерт. Ага. Потом январь, это 13-й месяц. Ну, понимаешь, 12-13. Все, то есть, получается, друзья, можно спать спокойно? Или все-таки помощь людей потребуется? Да, все-таки я думаю, что да. Ну вот эти все числа, они вот должны как-то собраться и помочь занять первое место. Ну вот почему-то у меня такое чувство, что... В общем, друзья, чтобы Ваню не расстраивать, давайте сегодня соберемся большой компанией на пятничном MTV Friday Livestream и бахнем мощным голосованием Request Dimash, чтобы вывести артиста на первое место. Поэтому, друзья, давайте поднажмем в эту пятницу. Надеюсь, что с понедельника по пятницу вы активно вели себя в Твиттере, делали твиты, ретвиты, потому что я вот совсем недавно заходил в Твиттер и увидел твит, который оставил сам Кевин Кенни, ведущий эфира. И вот 27 января в 11:28 он выложил вот такой твит. See Tuesday. Что это значит? Ну, это значит, увидимся во вторник. Но он не просто написал Suwa Tuesday. Он еще написал собачку и Димаш Official. То есть, друзья, судя по всему, нас ждет продолжение интервью Димаша и Кевина Кенни на следующей неделе, 2 февраля. А это значит, что, возможно, в пятницу сегодня мы даже что-нибудь увидим. Ну, может быть такое, что какой-то фрагмент. Да. Или, может быть, Кевин будет много говорить о Димаше. Потом, если Димаш займет первое место, то тогда ничего не останется у Кевина, как сделать анонс интервью и, может быть, какие-то рассказать секреты. Ну и, конечно, если сегодня на голосовании хорошо проголосовать, тогда можно будет очень хорошо отдохнуть во вторник. Только сначала можно будет хорошо отдохнуть на концерте 31 числа, и потом во вторник еще и посмотреть интервью. Так что, друзья, есть повод сегодня не спать ночь, а провести в компании с Кевином Кенни и запросами Request Dimash. А я хочу еще одну новость обсудить. У Димаша Кудайбергена появился еще один официальный канал, Dimash News. Вот, так что теперь в 2 раза больше удовольствия. Я сейчас посмотрел, пока еще 5000 с небольшим подписчиков, поэтому
давайте обязательно подпишемся на второй официальный канал Димаша, Димаш Ньюс. Насколько я понял, организаторы хотят разделить немножечко контент, чтобы тизеры, рекламные какие-то проекты, бэкстейджи выходили как раз на канале Димаш Ньюс, а вот официальные клипы, интервью были также продолжали выходить на канале Димаша Кудайбергена. Слушай, Саша, а ты столько умных много слов сказал. Бэкстейдж, тизер, трейлер. Получается, все новости будут выходить очень оперативно на Димаш Ньюс, на YouTube-канале. Возможно, да. А что же мы тогда будем делать? Нам, получается, больше не нужно будет новости освещать? Вань, у нас есть отличная деятельность, которая связана с организацией онлайн-концертов. Нам постоянно приходят запросы на интервью, так что мы можем делать красивые художественные фильмы, вот, и оставить новости для новостных отделов. То есть мы можем общаться с друзьями, вот, и великолепно проводить время. Кстати, раз уж мы заговорили о наших друзьях, надо обязательно поблагодарить наших спонсоров. У нас, Они конечно, появились, Вань, да, все-таки. потому что у нас появился счет в Каспий банке. Каспий банк, кстати, оказывается один из лучших банков. Вот. И я даже хочу несколько человек озвучить, с твоего позволения. Майра, Шара, Айгерим, Мубарак и Сара. Это уже люди, которые стали нашими спонсорами. Надо сказать им безграничный рахмет. Да. Но, кстати, кроме этого, есть еще несколько разных способов поддержки нашего канала. Это и спонсорство на YouTube, и в том числе и... все реквизиты будут в описании к этому видео, как и, в принципе, оно есть ко всем нашим видео. Друзья, спасибо вам за это. Будем работать еще сильнее. А в завершении хочу рассказать еще одну новость, которую я нашел, которую сообщило посольство Украины в Казахстане. Оказывается, отличный музыкальный коллектив, поклонники, я так понимаю, творчества Димаша Кудайбергена перепели казахскую народную песню «Самалтау» на украинском языке. Вот так. На украинском? На украинском, и это очень красиво и звучит, и выглядит. Молодцы. Саш, я сразу хочу сказать, что ничего себе, Самалтау популярная стала. В Италии уже Фабио, наш друг Фабио Казали спел Самалтау. А совсем недавно, буквально вчера, я переписывался с Санг Шен из Сан-Диего, и Самалтау прозвучало там, но уже не просто вот как раньше мы это могли видеть, когда Санг Шен либо на нашем концерте, либо у себя дома, либо у себя в студии ее исполняла. Она сделала настоящий профессиональный клип с видами Сан-Диего, с дроном, полеты дрона и с разных камер, профессиональная съемка на закате или на рассвете, в общем, так, солнце вдалеке, очень красиво. Ну давай тизер покажем. Нет, давай лучше мы всех пригласим на канал к Санг Шен, потому что, друзья, она еще обещала кое-что приготовить для вас. Я не знаю, когда это появится, но могу сказать точно, что она еще готовит один сюрприз. Поэтому, друзья, переходите к Санг на канал, ссылка будет в описании. Ну тогда нужно, завершая нашу беседу, похвалить всех. И Димаша с большими сюрпризами, которые он сделал на этой неделе, и Дирсов, который так трепетно относится к творчеству артиста. Ну и тебя, Вань. Не, Саш, так нельзя. Раз уж всех хвалить, то надо кого-то и пожурить на удачу. Ну, Ты же знаешь, что есть, вот, чтобы не сглазить, люди, которые нам дизлайки ставят. Только видео мы загружаем, сразу дизлайк ставят, чтобы не сглазить. Поэтому надо пожурить. Вот нужно сказать: Саш, нет, ай-яй-яй, работай лучше. А ты мне можешь сказать: Ваня, нет, давай-ка. Ну и все тогда, пойдем работать, Вань. Всем пока. Всем пока.